приметил одну прикольную штуку, что туда, ну, реально, во-первых, люди ходят молиться. И мне всегда интересно было, наверное, ну, с какими помыслами, как приходят молиться и так далее. Но увидел очень интересную сцену. В общем, стояли довольно хорошо одетые пара таких средних лет. Да, они как бы муж с женой, и они держали одинаковые записки. То есть 2 записки было. Они были одинаково написаны, там что-то подчеркнуто. И я так обратил внимание, там как будто бы цифры, отображающие номер самолета. То есть и это меня приковало взгляд. Новый день, новые места в Сингапуре. Ну, я пришел в такое место, где готовят спешлти кофе. Была небольшая очередь, но довольно быстро. Говорят, тут можно по полчаса стоять, я где-то минут, наверное, 7 стоял. История. Ну так вот, сегодня много людей было везде, включая вот кофейни. Но пока я сюда шел, я увидел такую движуху возле монастыря, недалеко от места, где я живу. Там китайский буддийский монастырь. Снимать там я не стал, потому что там было прям изображено не снимать, знак не снимать. Ну и оказалось, да, это действительно были номера самолетов, то есть там типа HQ такой-то, такой-то. И у самолетов обычно 2 буквенных знака и 3 цифры, да. Так вот, там оказалось, что они написали вот так несколько детей, несколько имен. Я так понял, это дети, скорее всего. То есть вот имя, и потом следующий был самолет, там, Сидней, куда-то. И номер самолета, определенная дата, определенное время. И там еще 2 других внизу человека было. Ну, в общем, это было интересно наблюдать, что, ну, по сути, они молятся, чтобы там, человек хорошо долетел, да? И это было прикольно. Вкус должен быть совсем другой. Мне интересно попробовать, и я выбрал китайский кофе. Я никогда не пил китайский кофе. Вот мне принесли мой кофе. Называется вот так. Есть нотки сухой корочки мандарина, красное яблоко и пандан. Очень интересно. Давайте пробовать. Вау, нереальный аромат. Тут немного темно, но мне пришла такая мысль, хотел поделиться. В общем, здесь выставка о том, как Сингапур постепенно появлялся на карте, начиная там с даже 15 века, что ли, 15-16 век. Это очень давно. Так, ну мы продолжим мысль. В общем, здесь есть разные источники, карты из разных источников, начиная там с 14 века. И они включали различные китайские, и потом больше западные, например, Нидерланды, да, ну, Голландия и Британия в свое время приезжали сюда колонизировать земли. И видно на этих картах, как меняется название, как меняется обрисовка, но мне понравилась идея этой выставки, что они отследили историю и задали такой вопрос
существовал ли Сингапур всегда? Или вот он появился в 1965-м, когда они обрели свою независимость? Мне кажется, это очень важный вопрос вообще для многих маленьких государств, так сказать, которые, ну, например, давно здесь были, и они просто по-разному назывались, люди здесь жили. Но более того, это как бы говорит самим жителям, да, чтобы они больше гордились, больше понимали свою историю. Ну вот, я думаю, очень релевантная тема насчет Казахстана, потому что у нас там часто дебаты, когда появился Казахстан и так далее. Но просто прикольная выставка, прикольная идея. Вот тут немножко говорится о Bugis people. Сейчас я живу в районе, который называется Bugis. И оказывается, это такой народ в Индонезии. И они в свое время, в начале 900-х, конец 19 века, приезжали сюда торговать. И для них это было очень таким важным местом для торговли. Это Arab Street. Это написано Red Hill, да? Pearls Hill. Это где сейчас Chinatown. И вот это Government Hill. Но сейчас это все очень густонаселенные такие улицы. И вот, она звучит так. Просыпаемся по утру и несем кучи каучукового молока. Мы страдаем, потому что нам надо срубить 100 каучуковых деревьев. У нас очень сложное задание, и мы просто погибаем, грубо говоря. Если работа не сделана, они нас выкинут, они нас погребут в землю. Это какая-то тамильская песня с малайских плантаций. Ну и, конечно, поражает разнообразие людей, разных народностей, которые собирались здесь вот еще с тех времен. И вот такая иллюстрация в каком... Да, вообще написано, что около 25% остров вырос с момента, когда сюда заселились британские колонии. И, если стрит-фуд-вендоры, продавцы уличной еды там находились рядом, тоже туда все отходы скидывали. И в 60-х, что ли, годах, ближе к 70-м, прайм-министр Ли Куан Ю говорит, надо очистить, в общем, надо очистить воду, чтобы все стало очень чисто. Ну, немножко мне напоминает нашего первого президента. В этом есть сходство, конечно. Еще одна мысль насчет людей в Сингапуре, то, что многие из них это мигранты не только вот 18-19 века, но и до сих пор, что это продолжает быть городом, куда стекается большое количество людей. И это мне очень relatable, потому что я сам своего рода мигрант. Я уехал с Казахстана во Францию. Ну и сейчас 2 месяца, да, я живу в Сингапуре, но это ощущается как экспозиция, рассказывают разные слои населения, разные примеры. То есть вот, например, это фото показывает, как много людей приезжают сюда на заработки с Южной Индии, например, чтобы работать там, например, на стройке или еще на каких-то таких довольно тяжелых работах. Здесь это фото сделано в 2020-м, то есть очень современное. Здесь фото сделано одной женщины в 2016 году, и рассказывается о том, как она живет в своей однокомнатной съемной квартире в Чайнатауне. И, по всей видимости, она на заработке, и
старается провести как можно больше времени со своей дочкой, пока вот она дома. И внизу другая женщина, которая уехала в Сингапур на 6,5 лет, чтобы заработать, чтобы накопить денег, и она вот запечатлена в момент, когда она возвращается домой. То есть это аэропорт Сингапура, когда она возвращается спустя 6,5 лет домой, чтобы снова быть со своей семьей. И тут классную фразу сказали, что иронично, что многие едут на заработки для своей семьи, но они, по сути, находятся вдали от своей семьи. Вот это очень relatable, потому что я не еду на заработки для своей семьи, но в каком-то смысле я хочу, чтобы моя семья жила лучше. Будущее или нынешнее, мои родители, например. И это меня отделяет в какой-то смысле, в физическом смысле я вынужден быть вдали от них. И мое будущее поколение, оно тоже, скорее всего, будет, но не обязательно, это темой воды, потому что почти вся история Сингапура это завязана на воде, на морских путях, на том, как развивался город и так далее. Мне очень понравилось, было прикольно видеть историю именно через эту перспективу, как вода, можно сказать, заформировала историю всего Сингапура, и море, и потом реки, и своего рода потоки не только воды, но и людей. Это все меняло всю историю. И меня сюда занесло этим потоком. И прикольно видеть, как они ценят свою историю, показывают другим людям, показывают себе. Да, некоторые моменты были темные, например, то, что британская Ист-Индская компания, например, сюда приехала, просто начала все ресурсы там выкачивать и так далее. Так и нужно смотреть на историю. И опять же провожу параллель с Казахстаном. То есть я не помню, в нашем национальном музее, кажется, про это очень мало. У нас очень много там про какое-то сакское время, время, может быть, Чингисхана, может быть, даже до этого еще не доходит. И поздний какой-то Казахстан, когда до Советского Союза, так сказать, может быть, немножко во время Советского Союза. Не знаю, как будто, может быть, стоит пересмотреть, но я не увидел такого unbiased, то есть такого очень исторического, очень нейтрального взгляда, где показываются хорошие, плохие моменты. Как будто в основном хорошие только показывались. И это чутка ощущается как неправда. Нужна человечность, что ли, то есть людей в мире так много, не все пытаются просто жить. И бывает всем очень сложно. И если мы можем как-то помочь друг другу, не знаю, помочь сделать свой город, свою страну чуть-чуть лучше, это как будто это стоящее дело. Ладно, это немножко какое-то морализаторство, но такая мысль, наверное, чуть-чуть пришла. Чуть больше сопереживаю своим соотечественникам.